Так, камин готов. Я его поставил на подставочку. Тут вот из металлолома такая у меня металлическая подставка какая-то была. Я ее приспособил ее. Вот. Что я еще сделал? Значит, собрал трубочки. Это здесь вот высота до кольца, от пола до кольца 5200. Я 5 трубок поставил, метровых, и она вышла на улицу, труба. Вот, и там зонтик поставил. Ну, здесь у меня открыто-закрыто, это шибер стоит, наверху еще один шибер. Вот сюда засунул вату специально для дымоходов, такая негорючая вата, чтобы уплотнить вот это место. Вот, и сделал еще поддончик такой, который будет меня выручать. 1,5 миллиметра железа. Вот. Я его даже не варил. Вот надрезал, загнул, надрезал, загнул, надрезал, загнул. Так с 3 сторон. И прихватил в 4 точках. 1, 2, 3, 4. И он меня будет выручать. Пусть его корежит как хочет. А это будет целое. А на низ еще, вот, можно из арматуры, 10, 12 сварить вот такую штуку, чтобы решетку, чтобы вот этот металл не касался с этим металлом. Вот у меня камин уже готов. Так, вот здесь еще посмотрим, как я тут верхний шибер. Чтобы наверху тепло не уходило, я еще наверху такой шибер поставил, да? Вот, но у него управление отсюда и тросиками. К нему приварено такое коромысло, вот так, закрыто, открыто, закрыто, открыто. Вот там его видно. Сейчас и 2 тросика сюда. Здесь вот пластинка, чтобы они не убегали далеко. Вот эти вот скобочки все на трос закрепил. Открыто, закрыто. Открыто, закрыто. Вот она там, это коромысло, оно там бегает. Так, мы сейчас открываем. Тут открываем. И я сейчас протоплю. Еще хотел еще раз акцентировать внимание, что никакой камин не будет работать, если у него нет зуба. Вот зуб. Вот здесь вот даже сварка видно изнутри. Я когда прихватывал, приваривал. Пластина вот так стоит и наклонно. Когда отсюда при растопке холодный воздух идет сюда, а теплый воздух горячий, его этот поток заворачивает, и дым идет в трубу, а не идет внутрь помещения. Это самый необходимый элемент любого камина. Ну что, все, сейчас протоплю, и у меня будет тепло в моем куполе. Так, еще чуть не забыл. Там сейчас снег, поэтому я нарисовал здесь. Вот. Так, но не все еще нарисовал. Ладно. Значит, как я разделку сделал наверху? Вот труба идет, да, зонтик, все хорошо, дым выходит. А вот это у нас, вот это гипсокартон, вот он, гипсокартон. Вот он. Немножко здесь зазор, миллиметров 20-30, да, зазорчики. Он не доходит до трубы, не касается трубы. Пожара не будет в любом случае, но нежелательно, чтобы здесь вот пересыхал гипсокартон.
Поэтому я вот здесь зазором сделал, а поверх очень плотненько, еле-еле одел на трубу, значит, квадратик с отверстием под трубу из стекломагниевого листа, СМЛ. СМЛ не горючий материал, поэтому здесь у меня и плотно получается, и не передается высокая температура от трубы на гипсокартон. Ну, это вот изображено, вот это у меня несущий слой, вот это утеплитель, и вот это защитный слой. Вот. А сюда я, да, вот этот короб, который я сделал из ОСП, десятки, девятка, из 9-миллиметрового. Короб квадратный такой. Вот между коробом и трубой я заполнил вот таким же материалом, который сюда вот я забил. То есть это у нас специально для дымовых труб выпускается негорючая вата, каменная вата негорючая. И здесь я еще не дорисовал, еще из жести 0,5 мм я сделал такой кожу, не нарисовал, вот, забыл. Чтобы вода стекала, помимо вот этого. Здесь вот из жести еще короб. А короб уплотнил глиной. И таким образом у меня труба проходит через купол. Так, значит, все понятно. Дальше мы что делаем? Сейчас растоплю и буду в тепле. Жизнь стала лучше, жизнь стала веселее. Конечно, с теплом повеселее, чем в холоде. Камин у меня уже заработал. Я сейчас его использую, он меня выручит в чем? У него площадь большая, теплоотдача, здесь 2 квадратных метра. И трубу, если развернуть, тоже 2 квадратных метра. Это 4 квадратных метра теплоотдающей поверхности. Он мне сейчас нужен как обогреватель, чтобы здесь вот в куполе внутри продолжить работать. Шпаклевка, покраска, значит, пол, окна, и пошло-поехало. Вот. А потом я его, он у меня так и останется, я его просто облагорожу здесь, красиво сделаю, портальчик. И камни или кирпичи, это уже там видно будет. По цене это примерно так обошлось. Около 4000 вот этот металл на сам камень. Троечка, 3-миллиметровый металл. И примерно столько же ушло на трубу. Нержавеющая, 180 миллиметров, однослойная и 0,5. Когда все тут будет красиво, он у меня будет для души, для тепла. Вот, если вы себе сделаете такой же камин, у вас тоже, наверное, добавится тепла и в доме, и в жизни.